Я ни хрена не вижу. Всем привет! Меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. Да кого сейчас удивишь дымом из-под задних колес или дрифтом какой-то машины? Но вот эта машина никогда не была заднеприводной. А знатоки этой марки даже скажут, что полноприводных версий этих машин, этой модели машин, не выпускали уже лет 20. И сегодня я расскажу всю историю этой машины, как она изначально, будучи переднеприводной, стала полноприводной, потом стала заднеприводной, и что с ней будет дальше. Но прежде всего к тому моменту, когда я загорелся покупкой этой машины, у меня был уже Eclipse. Я был большим фанатом второго поколения. У меня был щенячий Eclipse, которому я посвящал все свое время и все свои деньги. Соответственно, шел 2011 год, точнее даже правильнее 2010 год. Я никогда не обращал внимания на четвертое поколение, хотя к тому времени, вот оно буквально недавно вышло. Даже вышел в 2008 году концепт, его привезли в Россию, его привезли на выставочный комплекс в Крокус, и я не пошел его смотреть. Теперь я жалею, я строю свой, но не видел оригинала ни разу. Так вот, я начал посматривать на четвертое поколение. Почему? Потому что мне показалось, это та машина, которая очень похожа на второе поколение, своими формами, такой же обмылок, и в то же время она простая. То есть эта машина относится к тем машинам, которые можно тюнинговать. То есть как ее не дорабатывай, она будет интересна, потому что она сама по себе очень простая, внешне, внутренне, то есть в ней любые изменения видны. И мы собираемся ехать в Белоруссию. Едем мы в Минск. И к тому моменту, как мы туда приехали, я ни разу не встречал эту машину и не видел ее вживую. Да, я видел фотографии, да, она мне показалась интересной, но вживую я ее не видел. То есть я ехал за котом в мешке. И вижу, что едет какая-то маленькая серая точка, очень далеко. Приближается. Я всем говорю, блин, идите сюда, там моя машина едет. И на самом деле выхожу, все, да, это машина. Там какие-то мелкие недочеты, я на них даже не смотрю, там что-то разбито, что-то там поцарапано, вообще пофиг. Это моя машина, я отдаю деньги, забираю машину. Что интересно в этой машине, это конфигурация SE, Special Edition, необычная конфигурация, она вся в таком заводском обвесе. Здесь двигатель 3.8, механика, 6-ступ, конечно же, передний привод. Вам под люком не дует? И вот я изучаю все документы, все документации, пытаюсь найти какие-то возможные доноры для этого события, для того, чтобы переделать полный привод. И у меня есть глобальное пересечение с однобазником Eclipse. На самом деле Eclipse, Galant и Endeavor, вот такой вот джип, это однобазники, ну, условно, конечно. То есть лонжеронная база у них примерно одинаковая. И вот задний подрамник от этого джипа должен, по идее, подойти на Eclipse. Где взять Endeavor в России в 2011 году? Я вам скажу, практически нигде. Их сейчас тогда 40 штук по стране. Тогда я нахожу объявление о продаже битого Endeavor. Приезжаю на стоянку, вот стоит вот такой же Endeavor, абсолютно один в один, ну, там, с битыми какими-то частями. Я говорю, ребят, блин, дайте мне хотя бы поддомкратить, посмотреть, мне надо замерить задний подрамник. Они на меня такими глазами смотрят, нахрена тебе подрамник, вот тебе джип забирает свою машину. Я говорю, ну, мне очень нужно. Ну, в общем, кое-как я там полазил под ним, что-то там посмотрел, примерил, ну, хотя бы примерно посмотрел, что это похоже на мой подрамник от Eclipse. В общем, забираю я этот Endeavor, привожу к себе в ателье. Буквально за 3 дня мы его раскидываем в хлам. Я снимаю этот подрамник, ставлю рядом со своим, разменяю рулеткой. Да, он по посадочным местам подходит на мой Eclipse. И все, с этого момента понеслась эпопея переделки.
Мне настолько нравился Г4, что я ездил на нем. И, соответственно, переделывать все не хотелось его ставить на простой, да, и, соответственно, как бы у меня друг купил 4-го Эклипса порезанного, распил. Я у него выкупил переднюю часть и заднюю часть. И вот полностью обладая передней и задней частью, мордой и жопой, я начал на них творить этот полный привод. То есть мне надо было создать кит, который я потом переставлю единомоментно в свою машину и особо не потрачу времени на это. У меня стояла задняя часть перевернутая, я на ней цеплял подвеску, у меня стояла передняя часть, я на ней цеплял переднюю подвеску, выставлял мотор, устанавливал полноприводную трансмиссию от Evolution, кстати. И вот в этом всем я проковырялся где-то год. Примерно год мне потребовался на то, что собрать все эти запчасти, подобрать, подогнать, сделать привода из танковых торсионов, сделать переходные плиты для того, чтобы прикрутить к мотору V6 эволюшновскую коробку полноприводную. Почему эволюшновская коробка? Да потому что это одна из тех коробок, которые универсальны, и их много. Их много в продаже, если что случись, всегда найдется донор, да, и, соответственно, мне очень понравился шестиступ своей эластичностью, своей такой интересным переключением, информативностью переключения, поэтому я брал себе шестиступ. Хотя многие эвоводы говорят, что пятиступ намного более прочный, но, честно говоря, они просто не умеют его готовить. К тому времени, конечно же, я, будучи любителем всяких автовыставок, не мог не оставить ее без переделок. Мы ее обтянули таким зеленым винилом. Не знаю, почему зеленым, я не фанат зеленого цвета, но когда обтянули, она получилась пушка-бомба. И мне это очень понравилось. В зеленом цвете, и к тому моменту я придумал к ней свой обвес. Назвали, мой друг как-то увидел этот обвес и сказал: о, бритва. И с того времени он называется резор, то есть бритва. Соответственно, в этом обвесе, во всем этом, она уже была готова к переделке на полный привод. Я подумал, что мне это займет недельку, максимум 2, но по факту, наверное, это заняло месяц. То есть месяц я переставлял уже готовый кит на свою машину. Все я переставил, завелся и поехал. Машина ехала изумительно, то есть 3,8 даже атма, да, на полном приводе, это просто небо и земля. На самом деле, вот сейчас она в сером цвете, это ее, серебристый цвет, это ее заводской цвет, это именно краска. Я ее много раз перетягивал винилом. Первый был зеленый, потом впоследствии был красный. Все это делалось ради выставок, в которых я успешно принимал участие, занимал какие-то призовые даже места, как в техническом плане, так и в плане внешнего тюнинга. Мы пробовали делать какие-то элементы новые обвеса, и в целом я пришел к тому, что я хочу ее преобразить в именно тот концепт RA, который когда-то в 2008 году представляла Mitsubishi. Та машина – это именно как бы финал, мне кажется, инженерной и дизайнерской мысли, которая была в свое время у крутой компании Mitsubishi. Не то, что это сейчас, а именно тогда. Вот она именно такой вот шедевр, который они создали и так не осуществили, не сделали его в жизни. Я его очень захотел сделать. Ко всему этому у меня случилась первая в моей жизни поломка. Реально, на одних из гонок, которые посвящались последней автоэкзотике, мы соревновались с самолетами там. И, в общем, там я что-то перекрутил мотор, на секундочку, у меня была снята отсечка по оборотам, и мой мотор 3.8 V6, который так ограничен 6000 оборотов, он у меня крутился в 9000 оборотов. Вы представляете, что такое 9000 оборотов на V6? Хрена ее аж
серийного. Это просто нереально, это ни один мотор не выдержит. Он выдерживал и долго-долго и так ездил, но все-таки заводские вкладыши, а тюнячки там в моторе не было, был заводской мотор. Заводские вкладыши не выдержали, и у меня провернуло вкладыш третьего цилиндра. Я на этой машине доехал до своего сервиса, и вот буквально на 2 метрах перед въездом в ворота она встала, и все, и больше не завелась, то есть заклинила наглухо коленвал. Я ее начал разбирать, начал ремонтировать, начал искать запчасти, но под это дело я начал делать как раз тот обвес концептора. То есть я разобрал у нее всю морду и начал заниматься лепкой из пластилина. Об этом у меня на канале куча видосов. Она до сих пор так и не закончена, но я не оставляю надежды закончить эту работу. Хотя уже, может быть, не на этой машине. Эту машину я сейчас собираю в тот вид, который она должна быть, она должна ездить. Я не хочу, чтобы она стояла, потому что весь этот ремонт затянулся на 5 лет. То есть 5 лет я собирал эту машину. И реально я собирал ее по винтику. Но что бы в этой машине не менялось, мотор в ней остается тот, который в нее поставили с завода. Это V6 6G75 3,8 литра. Это самый большой V6 мотор в семействе моторов Mitsubishi. И как запихнули этот мотор в маленький Eclipse, я не представляю, для чего. Этот мотор стал знаменит тем, что он стоял на Pajero, на Montero, и тем, что тюнинга на него нет абсолютно, потому что колхозники на этих машинах не тюнячат ничего, а только лишь мечтают об этом. А 2-литровые пузатерки развалюшины, они не доросли до такого мотора и не понимают, что такое объем. И пришлось на базе этого мотора все строить, и он, конечно же, остался здесь. Есть 2000-ник, можно было развернуть, поставить какую-то коробку, но хотелось все сохранить в стоке так, как было на заводе, чтобы это выглядело и функционировало ровно столько же, как заложили на него это все с завода инженеры. Соответственно, мотор остался тот же. Да, внутренности его поменялись. На этот раз я поставил тюнячие вкладыши, и это какая-то гарантия того, что он не сломается от тех нагрузок, которые мы на него давали. Но в целом, с момента первой установки этого мотора с полноприводной трансмиссией в эту машину изменилось очень многое. Самое главное, изменилась переходная плита. Та самая пластина, которая стоит между коробкой передач и мотором и позволяет срастить эти два элемента трансмиссии и двигателя, чтобы это все работало. Соответственно, первая пластина у меня была там 25 мм и алюминиевая, сейчас стоит 12 мм и стальная. И это позволило сместить более компактно, установить мотор. Соответственно, пришлось переделать все его опоры, все места крепления и все зазоры стали новые. И это огромный кусок работы. Это, по сути дела, полный свап по новой. На это ушло куча времени, а особенно на тестировку того, где что задевает и как это все работает. Но если мотор собирать приходится ровным счетом по мануалу, и там какие-то отступы от этого мануала не столь возможны, то всю остальную конфигурацию приходится собирать так, как есть, и из того, что есть. Машина стояла 5 лет, и каждый узел, вот каждый буквально узел пришел за это время в негодность. Я ставлю мотор, начинаю подготавливать к пуску, открываю бак, проверяю систему топлива, топливо не идет. Насос заржавел, то есть со временем топливо, которое в нем осталось, перемешалось непонятно с чем, с водой какой-то, и это пришло в негодность. Ладно, исправляю бак, меняю насос, меняю бак, переделываю, чищу форсунки, запускаю. Нет, стартер не работает. Меняю стартер, запускаю. Нет, не работает. Следом не хватает питания. Питание переделываю, меняю ГУР, меняю... Меняю генератор в итоге. Ну, в общем, по факту все узлы поменял в круг.
То есть получилась машина еще раз собранная. Хотя до этого она абсолютно стояла, и когда она сломалась, она была, ну, рабочая, все работало. Нет, все по кругу пришлось переделывать заново. Об этом, кстати, я думаю, надо выпустить прям отдельный видос, потому что заморочки с этой всей постройкой, они хоть и были в моем влоге, но влог это такое дело специфичное, поэтому я думаю, я сделаю отдельный видос. Напишите, интересно было бы послушать мои приключения по сборке этой машины. На самом деле, как сильно меняют машину колеса и фары. То есть эти два элемента, центральные элементы в машине, которые вот показывают весь ее внешний вид. В момент установки полного привода, хочешь не хочешь, а учитывая, что это эндеворовская подвеска, пришлось увеличить колесную колею. То есть переднюю колею и заднюю колею я увеличил примерно на 5 сантиметров. Это, конечно же, в сумме со спортивной подвеской, у меня стоит D2 Racing, и плюс с правильным сход-развалом, сейчас развал примерно 1,5-2 градуса в отрицательный угол уходит, дает безумную устойчивость на дороге. И эта машина рулится так, как картинг. Но если первая конфигурация полного привода на этой машине была целиком спортивная, здесь стояли 3 блокировки. Задняя 1,5 блокировка, передняя червячная, как на Evolution 9, и межосевая, соответственно, вискомуфта, то сейчас я старался собрать максимально гражданскую машину. И в ней, конечно, стоит полный привод, но он такой, как в большинстве гражданских машин. То есть с одной центральной блокировкой, все остальное свободные дифференциалы. Это, конечно, дает возможность устойчивости и проходимости на дорогах, но ее безумная проходимость при этом теряется, да, то есть то, что давали блокировки, сейчас, конечно, этого нет. В свое время мне несколько раз эти блокировки даже спасали жизнь, по этому поводу есть несколько историй, как я залетал до скорости в какие-то каши, жижи, и лишь благодаря блокировкам машина оставалась на дороге и ехала прямо, и я, в общем-то, здесь стою, а иначе бы, наверное, меня тут не было. В первой версии полного привода этой машины я применил запчасти от 16 моделей Mitsubishi. Да, реально от 16. То есть все это было лишь для того сделано, чтобы совместить все как так на заводе. То есть если ступица с посадкой под привод имеет диаметр посадки тормозного диска определенный, то туда должен вставать именно этот определенный тормозной диск, и никакой иначе. И, соответственно, так, если мы берем диск от Evolution, ставим его на ступицу от Delica, Delica от ступицы ставим на кулак от Endeavor, кулак от Endeavor ставим в стойку от Eclipse и так далее и тому подобное. И получается вот эта каша, которая позволяет собрать все красиво и, в общем-то, правильно. Сейчас я собрал все на паре машин, и все это гражданское, и лишь для того, чтобы можно было в любом месте земного шара заехать в сервис и меня могли отремонтировать. Все-таки эта машина сейчас не для гонок, а для нормальной гражданской жизни. Но и самое главное отличие этой машины от любой современной ваговской или японской чудо-техники, которая типа называется полноприводной и имеет 1.6 турбо, это эмоции. Вот реально эта машина для эмоций, она их дает, и вся ее олдскульность, ее объем, да, ее механика, коробка, это все в сумме дает незабываемые эмоции. Но все было бы так хорошо, если бы не пришлось прощаться с этой машиной в плане: я за 10 лет владения ей заплатил налогов, ну вот не поверите, половину стоимости машины. При том, что половина всего этого времени она у меня стояла, и я ничего на ней не ездил, да, и, соответственно, эта ситуация, конечно, удручает. Да и в целом надо идти дальше. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. А на этом это все. Всем удачи, всем пока.